Всем привет! Это первое видео из курса «Основы программирования на Noloblog» и с вами Чернобаев Николай. Мы начнем с фундаментальных азов и продолжим по нарастающей. Сегодня мы узнаем, что такое логика в программировании, что такое алгоритм и какие виды алгоритмов бывают. Давайте для начала разберемся, что такое логика. Логика в переводе с греческого «наука о правильном мышлении». Вообще, это часть философии, но мы тут ее разводить не будем. То есть главное, что вам нужно понять, что логика — это правильное рациональное мышление. А алгоритм — это последовательность команд, то есть набор инструкций, описывающий порядок действий для достижения какого-то конкретного результата. Запись алгоритма на каком-либо языке программирования в виде определенных инструкций, либо команд, как мы их уже назвали, которые идут друг за другом, называются программой. То есть вот программа — это просто набор инструкций, которые идут друг за другом. Также можно сказать, что программа — это алгоритм, который мы сегодня рассматриваем, плюс структуры данных. Алгоритм мы сегодня рассмотрим подробно и уясним, что это такое. А структуры данных мы рассмотрим чуть позже, в следующих уроках. Команды, они же инструкции, либо вы еще также можете слышать название операторы, в программировании называются statements. То есть это наименьшая автономная часть программы, выполняющая какой-то конкретный программный код. То есть это просто задача, которую компьютер должен выполнить. Соответственно, вся программа состоит из таких инструкций, statements, они же команды-операторы, а также еще из других частей, которые мы рассмотрим позже. Но инструкции — это главная часть любой программы. То есть главное, что вам нужно понять, что программирование — это очень логичная вещь, и вам нужно учиться писать максимально подробные и логические команды, то есть инструкции, statements для компьютера, так, чтобы он вас понял именно так, как вы хотите этого. Потому что если вы напишете не максимально подробно, то компьютер вас не поймет и может сделать что-то не так, как вы хотите. Для того, чтобы уяснить, что такое алгоритм и инструкции, из которых состоит этот алгоритм, давайте рассмотрим какой-то жизненный пример. Итак, есть Алексей. Леша любит играть в футбол. И чтобы нам написать программу, симулирующую эту игру, нам нужно написать конкретные инструкции для этой программы. Итак, первое. Леше нужно одеть спортивную куртку, штаны или шорты, спортивную одежду. Второе, ему нужно взять мяч. Третье, ему надо выйти на улицу. Четвертое, ему нужно поставить мяч на землю. Пятое, ударить по мячу, и игра начнется. Но, упс, мы видим, тут была совершена первая ошибка. Алексей вышел не в той обуви. Соответственно, игра не выйдет так, как мы бы этого хотели. Так, возвращаемся назад. И теперь пишем уже с исправленной ошибкой. Первое. Алексей одевает спортивную одежду. Второе. Алексей одевает спортивные бутсы. Третье. Алексей берет футбольный мяч. Четвертое. Алексей выходит на улицу. Пятое. Алексей кладет мяч. Шестое. Ударяет по мячу, и игра началась. Вот видите, тут все зависит от этих подробностей, насколько подробно мы напишем все эти инструкции. И на самом деле, если это настоящая программа, то, конечно, этих инструкций должно быть гораздо больше. Допустим, как Алексею выйти. Ему нужно нажать на кнопку, ему нужно открыть дверь. Ему надо выйти через дверь, закрыть дверь. Ему нужно нажать на кнопку вызова лифта. Ему нужно зайти в лифт. Ему нужно нажать на кнопку спуститься вниз. Ему нужно пройти несколько шагов до следующей двери, открыть дверь, выйти, закрыть дверь, спуститься по ступенькам парадной, зайти на площадку, поставить мяч, разбежаться, замахнуться ногой, пнуть и так далее. Понимаете, то есть чем глубже мы начинаем копаться в этом деле, тем больше инструкций команд будет. И, к сожалению или к счастью, в программировании все вот именно так подробно. Если писать менее подробно и упрощенно, то программа не будет полностью отвечать всем параметрам, которые мы от нее ждем, то есть всем тем пожеланиям, которые мы хотим, чтобы эта программа выполняла. То есть теперь сразу представьте себе
сколько инструкций, команд и насколько сложный этот алгоритм действий в таких вещах, как искусственный интеллект либо роботы. Как много программисту нужно предусмотреть всех возможных вариантов и как подробно подробить все эти действия на инструкции, чтобы искусственный интеллект мог самостоятельно какие-то решения принимать, и робот мог ходить, разговаривать, делать и так далее. Вам нужно понять очень важную вещь, что программирование, как и реальная жизнь, постоянно развивается, изменяется, и если вы хотите, чтобы ваша программа была актуальной, вы постоянно будете ее дописывать, развивать, расширять ее функционал и так далее. То есть просто поймите, что программирование — это очень жизненная вещь, очень жизненная штука. То есть если вы понимаете, что вы написали одну программу в данный момент, которая делает какие-то простые действия, то через месяц вы видите, черт, она не идеальная, и мне нужно добавить туда еще это и то. К примеру, с нашим примером с футболистом Алексеем мы могли бы добавить туда, что он идет на спортивную площадку конкретную, либо идет на стадион, либо он еще может взять трубку телефона и позвонить друзьям. Видите, добавляется куча разных алгоритмов, куча разного функционала и дополнительных действий, с помощью которых наша программа будет расширяться, и это на самом деле процесс бесконечный. Следующее, что нам нужно понять, что алгоритм бывает разных видов. Первый вид алгоритма — это линейный. Мы его на самом деле уже рассмотрели в примере с Алексеем. То есть линейный алгоритм — это когда каждое действие идет друг за другом. То есть когда выполнилось одно действие, программа начинает выполнять следующее. Все очень логично друг за другом. Следующий алгоритм — это циклический. Циклический алгоритм, второй вид. Чем он отличается? Это когда алгоритм доходит до определенного вида действий, после которого команда происходит следующее. Когда шел до этих действий, выполнил их, возвращайся назад. И так, понимаете, может быть бесконечно. То есть прошел, вернулся, прошел, вернулся, прошел, вернулся. Это циклический вид. То есть делается это с помощью циклов таких, определенных. Что такое цикл, мы рассмотрим в будущем. Просто понимаете, что если бы, опять вернуться к нашему примеру с футболом, это если бы футболист мог в таком мифическом идеальном мире бесконечно бить бы по воротам, и мячи бы никогда не кончались. Это был бы такой цикл. И третий вид алгоритма — это алгоритм ветвления. То есть когда мы доходим до такой команды, в которой появляется развилка. И мы можем выбрать в этой развилке какую-то логику. Допустим, если взять пример с живым миром, человек идет по дорожке и видит развилку, идти налево или направо. Ему нужно принять какое-то решение, куда пойти, налево или направо. Соответственно, также и в программе. Если он пойдет налево, то пойдет одна ветвь алгоритма. Если там пойдет в другую сторону, то другая, и так далее. И есть еще четвертый вид, мы его не будем выписывать так отдельно. Четвертый вид алгоритма — это комбинированный. Это когда все эти три вида алгоритма соединяются, переплетаются. И на самом деле это самый распространенный вид алгоритмов в конкретных программах, потому что, как вы уже могли понять, каждая программа — это сложный набор инструкций, где есть и циклы, какие-то циклические действия, и разветвления, и прямолинейные ветки алгоритмов и так далее. То есть, если посмотреть на все это со стороны, это будет выглядеть как такое огромное дерево из различных веток. Вот. Очень хорошее сравнение с деревом. Представьте это себе. То есть много-много веточек, которые растут в разные стороны. Да, есть и другие виды классификации алгоритмов. Их можно по-разному структурировать и называть, но знаете, что это основные. То есть прямой, циклический и алгоритм ветвления. Если их как-то назвать по-другому, то это будет уже алгоритм, привязанный к каким-то конкретным логическим задачам, допустим, сортировка,
поиск или сравнение каких-то вещей. Это все тоже алгоритмы, ну, с какими-то конкретными логическими задачами. То есть некоторые алгоритмы эффективнее других и будут требовать меньше времени или ресурсов для решения задач сортировки, какие-то, наоборот, будут меньше команд требовать для поиска и так далее. Соответственно, в этом и есть красота и креативность в программировании. То есть, ребята, знайте, что программирование — это на самом деле профессия креативная. То есть кто-то мог подумать, что, блин, да что же такого, все как ты пишешь, логично, прямолинейно и все. И такая классическая ассоциация программиста с математиком, который все делает по определенным формулам. Да, определенно это и есть, это большая часть программирования, поэтому мы начали с логики сегодня в этом занятии. Но вы видите, что, как и в реальной жизни, в программировании включается элемент креатива, где вы можете сами выбирать пути решения тех или иных задач, сами придумывать алгоритмы, либо брать их из жизни откуда-то. Как тот же самый художник или музыкант вдохновляется жизнью, природой и так далее, так и программист для своих программ вдохновляется какими-то естественными природными процессами и описывает их в своих программах. Если думать об этом так, то эта работа становится гораздо интереснее, веселее, креативнее и достает из тебя какие-то силы делать и писать классные программы. То есть разные задачи, как и в реальной жизни, можно решать разными способами. Что-то можно сделать более изящно и минималистично, но сложнее поддерживать в будущем. То есть вы можете написать очень мало команд, но если кто-то после вас, мало команд инструкций, но если после вас кто-то займется поддержкой этой программы, либо развитием ее, ему будет, возможно, сложно понять ваш образ мышления, такой минималистичный. И поддерживать эту программу, развивать будет сложнее. А что оно может быть более длинным, то есть где-то будет больше команд, зато при необходимости, если добавить какой-то функционал в эту программу, это будет сделать гораздо легче, соответственно, поддерживать. То есть у программиста всегда вот такая дилемма стоит перед ним, как писать минималистично, но так, чтобы еще можно было это легко поддерживать. И есть такое одно из негласных правил программистов, он звучит как don't repeat yourself, то есть DRY, никогда не повторяй себя. И это правило очень важно, его стоит помнить. То есть если вы написали, использовали уже какое-то решение, то его нужно переиспользовать, не нужно его повторять. Если вы это повторяете или пишете заново, соответственно, вы что-то делаете неправильно. Это вот нужно держать в голове, это очень важный момент, который вам будет помогать в этой вечной дилемме, как же написать более минималистично, либо посложнее, но это будет легче поддерживать. В общем, держите в голове всегда вот и то, что не повторяйте сами себя, и помните о том, что этот код потом нужно будет поддерживать, развивать, дополнять и так далее. В общем, полная свобода действий, и как в конце концов должна работать ваша программа, решать только вам. На этом мы закончим наш урок и наше знакомство с понятием, что такое алгоритм. И главное, что вам нужно уяснить из этого видео, это то, что все программы — это порядок логичных команд, инструкций, операторов, они же statements. Вы можете увидеть определение в разных книгах по-разному, но в разных источниках. Но все это одно и то же, это порядок действий, который можно назвать одним словом алгоритм. И в качестве домашнего задания к этому видео, пожалуйста, напишите в комментариях какой-то алгоритм. Пусть это будет линейный алгоритм, или будет здорово, если вы туда оставите какое-то разветвление, либо цикл, но смысл в этом такой должен быть, что это просто порядок действий, список, как вы пишете просто список от руки. Там, первое — купить то-то, там, сходить туда-то, сделать то-то. Напишите такой алгоритм. Главное в этом алгоритме должно быть то, что придумайте что-то, что упростит вашу жизнь. То есть, что бы вы хотели, чтобы делала программа или робот, и то, что вы бы сами делать не хотели. Все, и на этом всем спасибо. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите свои комментарии, не только с домашним заданием, но и с обратной связью по этому видео, как вам понравилось ли. И присылайте это видео своим друзьям,
кому это может быть полезно. Все, всем спасибо и до скорых встреч.